Приветствую! Наверняка некоторые из вас знают, что на этом канале я позволяю себе иногда поговорить о чем-то кроме eFootball. Например, о FIFA, когда выходят интересные трейлеры или появляются интересные новости, о той же самой UFL и время от времени даже про Football Manager. Правда, про него прям совсем редко. Но, тем не менее, именно про него мне и хочется сегодня поговорить, потому что обсудить есть что также в какой-то степени касается и наших с вами любимых разработчиков, в лице Konami, конечно же. Сегодня вкратце рассмотрим и обсудим ситуацию с отменой Football Manager 2025 и при чем здесь Konami. Устраивайтесь поудобнее, как и всегда, не забывайте про привычную активность под этим роликом, и в лишний раз благодарю всех тех, кто смотрит это видео на YouTube. Если вы продолжаете играть в eFootball на консоли, то наверняка знаете, как бывает тяжело в лишний раз пополнить счет своего аккаунта, чтобы выкрутить желаемых игроков. Поэтому позвольте представить вам сервис KupiCode, где вы сможете пополнить свой аккаунт PSN быстро и, что самое главное, выгодно. Ведь данный сервис присутствует на рынке уже несколько лет, и за все это время через него пополняли различные сервисы и покупали игры более 20 миллионов раз. А посему, помимо пополнения, вы также сможете приобрести подписку на PlayStation Plus. Выбирайте именно то, что вам нужно, вводите мой промокод, который дает скидку в 2%, и выбирайте удобный способ оплаты. И если при использовании сервиса у вас возникнут какие-то вопросы или даже проблемы, то поддержка, которая работает 24/7, с радостью поможет вам в самые кратчайшие сроки. Пополнение, приобретение подписки и многое другое ожидает вас на KupiCode. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, в чем же суть? Начиная с 25-й части, Sports Interactive, а это и есть разработчики Football Manager, планировали перевести игру на совершенно новые рельсы, так сказать, изменить игровой движок, ну и немножко видоизменить саму игру, добавляя новые геймплейные фишки, слегка ее видоизменяя графически и так далее. Также планировали добавить женский футбол, а это означает расширить базу данных игроков. То есть, по сути, предыдущая 24-я часть оставалась такой, как и прежде, в то время как 25-я должна была стать этакой эволюцией в рамках серии Football Manager. Но что-то пошло не так, и релиз, который был запланирован на ноябрь, был немножко перенесен на конец ноября, а в конце этого месяца на февраль-март 2025 года. Февраль у нас уже стартовал, никаких новостей об игре не было, и внезапно Sports Interactive выкатывают соответствующий пост, в котором они объявляют о том, что они не выпустят Football Manager 2025. Если вкратце, то причина проста: они не удовлетворены итоговым качеством самой игры. И очевидно, учитывая, какие у них до этого были планы, в целом перевод игры с одного движка на другой, очевидно, что все получилось именно таким образом. И несмотря на все негодование, на неоднозначность подобного решения, при наличии всего того хейта, отчасти можно и похвалить разработчиков, которые не стали пытаться натягивать сову на глобус и таки приняли решение отменить игру. И здесь мы невольно возвращаемся к нашим японцам в лице Konami, которая несколько раз за последние лет 12-13 умудрились выпустить игру также ненадлежащего качества. Но при этом у них не нашлось ни стыда, ни совести, чтобы признать, что продукт недостоин релиза, и тем не менее, что в первый, что во второй раз они его выпускали. Конечно же, речь идет о PES 2014 в 2013 году и о eFootball 2022 в 2021 году. Скажем так, релиз PES 2014 не был прям таки ужасным, да, он был также неоднозначным, словил кучу хейта, но тем не менее это был более-менее играбельный продукт, просто не совсем такой, как его ожидали, но тем не менее он, наверное, все-таки был играбельным. Чего не скажешь про eFootball. И именно ситуация с последним повторяет ситуацию с тем же самым Football Manager, только вся разница в том, что Football Manager и по сей день остается игрой, за которой ежегодно платят по несколько тысяч рублей, возможно, долларов, евро и так далее. В то время как eFootball на момент своего релиза, то есть 22-я часть, уже была вроде как бесплатной. И несмотря на это, Konami все-таки приняли решение выпустить крайне сырой продукт на всех доступных площадках. Я это к тому, что в случае с отменой Football Manager, который приобрели немалое количество людей, теперь встает вопрос о возврате средств. И этим вопросом обременятся не только разработчики, но и также игровые площадки, и также ютуберы, которые способствовали продажам по своим реферальным ссылкам. В то время как в случае с Konami они ничего не продавали, у них не было предзаказов, и, соответственно, их никто не
подгонял. Но тем не менее, они выпустили крайне сырой продукт, провалились по всем своим заявленным срокам и до сих пор не до конца реализовали тот контент, который планировали выпустить в ближайшие несколько лет. Поэтому заранее отвечаю на вопрос, который может у кого-то возникнуть, а какая нам разница до отмены Football Manager? Да по сути никакая, просто мне показалось интересным обсудить это с точки зрения, что мы испытывали и наблюдали нечто похожее, даже более чем. И в лишний раз мне хочется узнать ваше мнение касаемо данной новости, что вы думаете на этот счет, правильно ли поступили разработчики в лице Sports Interactive, или же все-таки стоило выпустить игру даже в сыром состоянии, но тем не менее стоило ли бы. Ну а если вы фанат и просто скромный игрок серии Football Manager, то в лишний раз выражаю вам слова поддержки, потому что ситуация крайне неприятная, несмотря на то, что наверняка большинство из вас понимали, к чему идет дело, тем не менее всю неоднозначность это также не отменяет. Ну а на этом у меня все. В лишний раз напоминаю о важности поддержки этого ролика своей активностью в виде того же самого комментария и лайка под этим роликом. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.